После долгого перерыва продолжаю рубрику «Во что мы играли раньше», в которой я рассказываю о знаковых играх различных годов. Начал я с 1990 года. И вот пришло время рассказать, во что же мы играли в 2015 году. А спонсором выпуска будет мой игровой портал, в котором вы не только сможете почитать обзоры и узнать последние новости игровой индустрии, но и поиграть в некоторые игры прямо в браузере, ничего не скачивая. Лучше подключите геймпад, с клавиатурой играть неудобно. Пока доступны игры для Dendy и для Sega, скоро подключу Super Nintendo и даже PlayStation. Ссылка в описании. А мы начнем. Journey. Journey — это уникальная и атмосферная игра, выпущенная в 2015 году. Она отличается оригинальным геймплеем и эмоциональным воздействием на игрока. Journey представляет собой приключение одного героя, который путешествует по пустынной местности. Главная цель героя — достичь вершины горы, преодолевая препятствия и встречаясь с другими путешественниками. Особенностью игры является отсутствие каких-либо диалогов и текстовых сообщений. Общение с другими игроками происходит через звуки и мелодии, которые они издают. Это создает уникальную атмосферу и позволяет игроку полностью погрузиться в мир игры. Визуальный ряд Journey выполнен в минималистическом стиле, что подчеркивает красоту и величие природы. Графика и музыка гармонично дополняют друг друга, создавая неповторимую атмосферу путешествия. Killing Floor 2. Это без сомнения одно из самых увлекательных развлечений, которые можно провести с друзьями на компьютере. Этот жестокий зомби-шутер сумел привлечь и сохранить огромное количество поклонников благодаря кооперативному режиму для 6 игроков, напряженному и захватывающему игровому процессу, а также постоянной поддержке и обновлениям от разработчиков. Благодаря более сложной системе, более умным и опасным врагам, улучшенным привилегиям и рукопашному бою, а также множеству крутого оружия, Killing Floor 2 выглядит как невероятно веселый экшен по уничтожению зомби, который мы знаем и любим, с некоторыми улучшениями и новыми дополнениями. Ori and the Blind Forest. Ori — это невероятно красивая игра про сказочный лес, волшебные деревья и гигантских сов. Главный герой — маленький светящийся зверек Ори. Он должен спасти свой дом от гибели и преодолеть сложные испытания. Игра обладает оригинальным подходом к геймплею, сложными прыжковыми головоломками и интересными механиками. Однако иногда управление может быть неудобным, а некоторые механики работать некорректно. Тем не менее, если вы готовы преодолеть сложности, Ori and the Blind Forest подарит вам массу удовольствия и наслаждения прекрасной графикой и музыкой. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider — это приключенческий боевик, разработанный студией Crystal Dynamics и изданный компанией Square Enix. Сюжет игры разворачивается вокруг Лары Крофт, которая отправляется на поиски легендарного русского города Китежа, где, согласно легенде, находится источник вечной жизни. В процессе своего путешествия Лара сталкивается с отрицательными персонажами организации Троица, которая также ищет Китеж. Игровой процесс включает в себя исследование открытого мира, решение головоломок, сражение с врагами и сбор артефактов. Лара может использовать различные навыки и оружие, такие как лук, пистолет и холодное оружие. Графика и визуальные эффекты в игре выполнены на высшем уровне, что позволяет игрокам окунуться в атмосферу приключений и исследовать загадочный мир. Звуковое сопровождение также заслуживает внимания, оно добавляет игре атмосферности и напряжения. Rise of the Tomb Raider получила положительные отзывы критиков и игроков, которые отмечали увлекательный сюжет, разнообразие игрового процесса и красивую графику. Bloodborne. Bloodborne — это игра, разработанная японской студией From Software. В жанре экшен-РПГ, созданная в стиле темного фэнтези и вдохновленная серией игр Dark Souls. Сюжет игры разворачивается в мрачном городе Ярнам, где главный герой, охотник, должен раскрыть тайну эпидемии, превратившей жителей в кровожадных монстров. Игроку предстоит исследовать огромный открытый мир, сражаться с разнообразными противниками и боссами, а также собирать предметы и прокачивать своего персонажа.
Одной из особенностей Bloodborne является система отголосков крови, универсальной валюты, за которую можно покупать снаряжение и прокачивать персонажа. Также в игре присутствует множество приемов и ловушек, которые заставляют игрока быть внимательным и находчивым. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков за свою сложность, глубину и атмосферу. Ведьмак 3. Дикая охота. Ведьмак 3. Дикая охота — это третья часть популярной серии игр о ведьмаке Геральде из Ривии. Игра была выпущена в 2015 году и стала одной из самых успешных и популярных игр в игровой индустрии. Сюжет игры разворачивается в фэнтезийном мире, где Геральт должен найти и защитить свою воспитанницу Цири. В процессе поиска Геральт сталкивается с различными опасностями, сражается с монстрами и решает сложные моральные дилеммы. Одной из главных особенностей игры является ее открытый мир, который позволяет игрокам свободно перемещаться и выполнять различные задания. Мир в Ведьмаке проработан до мельчайших деталей и населен множеством интересных персонажей. Боевая система игры основана на использовании магии и различных видов оружия. Геральт может применять различные тактики и стратегии в бою, адаптируясь к особенностям каждого противника. Графика и звук в Ведьмаке 3 находятся на высшем уровне, что позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу игры. Игра получила множество положительных отзывов от критиков и игроков, став одной из лучших ролевых игр всех времен. Сома. Благодаря успешной серии игр Amnesia, компания Frictional Games зарекомендовала себя как лидер в области создания страшных видеоигр. Их проект 2015 года Сома подтверждает их репутацию. Мистер Мунши, что-то пошло не так? Сома исследует темы одиночества, человечности и смерти, но делает это без использования традиционных элементов экшена. Вместо этого предлагая элементы стелса, выживания и головоломок из Amnesia. Это погружает игрока в атмосферу страха. Атмосфера подводного мира и разрушенных коридоров напоминает классическую BioShock. Куда? Что делать? Твою мать! А захватывающий сюжет создает уникальный опыт, демонстрирующий, что видеоигры способны вызывать больший страх, чем другие медиа. Сома становится настоящим аттракционом ужасов, который захватывает игрока и оставляет неизгладимые впечатления после завершения. Dying Light. Dying Light — это игра в жанре экшен-адвенчур с элементами паркура и выживания. Действие происходит в открытом мире, где игроки должны бороться с зомби и исследовать заброшенный город. В игре представлен разнообразный геймплей, включающий сражения, паркур, прокачку персонажа и кооперативный режим. Графика и атмосфера игры создают мрачную и напряженную атмосферу, а динамичный саундтрек поддерживает игровой процесс. Боевая система Dying Light основана на использовании ближнего боя, оружия и навыков персонажа. Игрокам приходится постоянно адаптироваться к изменяющейся обстановке и сражаться с разнообразными противниками, включая обычных зомби и сильных мутантов. Паркур — еще одна важная составляющая игры. С его помощью игроки могут быстро перемещаться по городу, преодолевать препятствия и добираться до труднодоступных мест. Прокачка персонажа позволяет улучшать его навыки и способности, делая его сильнее и эффективнее в бою. Fallout 4. Многие игры пытаются представить, какой могла бы быть жизнь в постапокалиптическом мире, но лишь немногие исследуют эту тему глубоко, как серия Fallout. Действие Fallout 4 разворачивается спустя 200 лет после ядерной катастрофы и показывает жизнь в зараженной версии Бостона. Исследуя Бостон в поисках своего сына, вы развиваетесь не только как боец и специалист по выживанию, но и становитесь важной фигурой в обществе, которая балансирует на грани исчезновения. Вы взаимодействуете с различными социальными группами, ищете смысл в безумном мире и встречаете интересных людей на своем пути.
Некоторые из них действительно хорошие люди, но не всегда легко определить. Кто-то обязательно вас предаст, а кому-то просто не стоит доверять. У каждого свои мотивы, и то, как Fallout 4 заставляет вас отстаивать свою точку зрения по различным сложным вопросам, после погружения в этот искаженный мир, делает игру одним из самых захватывающих событий 2015 года.